Всем привет, с вами Танкист. Друзья, поддержите канал кто чем может. Лайком, комментарием или даже подпиской на канал. Особо щедрые зрители могут кинуть малую толику денежек на Яндекс.Деньги. Очень нужен хороший микрофон. Всем, кто поддержит меня мысленно, от души, скажу спасибо. Спасибо. Перейдем к теме сегодняшнего видео. Некоторые пользователи считают нормальным, если на компьютере несколько раз в год или даже несколько раз в месяц выпадает синий экран смерти и происходит перезагрузка. Но есть причины, почему все-таки нужно решить эту проблему и не оставлять это дело на самотек. Первое и очевидное: все данные проекта, которые вы делаете на своем компьютере, то есть работаете, выполняете какую-то работу, будут потеряны. А в некоторых случаях Шеф, все пропало, все пропало. проект был очень важен. Второе. При синем экране происходит резкое завершение всех программ, приложений и драйверов. Происходит потеря так называемых пакетов данных. И после перезагрузки программа или драйвер могут не запуститься уже на вашем компьютере и придется переустанавливать. Третье. При появлении синего экрана резко останавливаются жесткие диски. Мгновенно выгружается вся информация из оперативки. И это может привести к поломке вашего железа компьютера. Ну не так жестко, конечно. Сегодня я расскажу, как можно узнать причины синего экрана смерти на вашем компьютере Windows 10 и как с этим справиться. Конечно же, этот способ подходит только тем пользователям, у которых периодически возникает этот сбой. И после перезагрузки у вас есть возможность зайти в систему. Мы будем использовать диагностическое приложение, встроенное в саму Windows 10. Итак, для этого нам нужно зайти в панель управления. Дальше мы ищем пункт устранения неполадок. Заходим в устранение неполадок. Дальше жмем пункт просмотра всех категорий. И здесь у вас будут все категории по устранению неполадок, которые у вас возможны в Windows 10. Здесь мы сразу выбираем синий экран. И вот здесь у нас появляется эта утилита. Значит, утилиту можно использовать просто как диагностический инструмент для определения причин возникновения синего экрана. Для этого нужно будет убрать галочку. То есть жмем пункт дополнительно и убираем галочку автоматически применять исправления. Или если мы оставим галочку, как она была, то после проведения диагностики утилита автоматически выполнит все необходимые действия, если ошибка была программной. Значит, если вы будете использовать утилиту просто как диагностический инструмент, то есть убрав галочку, она выдаст вам код ошибки, по которому вы потом найдете в интернете или на сайте Microsoft причину и способ исправления данной ошибки. В описании, кстати, я оставлю ссылку на сайт Microsoft с кодами ошибок. Итак, давайте для проверки просто сейчас нажмем далее. Кстати говоря, вот у меня синего экрана не было уже лет 5. Возможно, это потому, что я не использую сторонние программы для оптимизации системы, для очистки системы. Я им как-то очень не доверяю, потому что, может быть, лет 7 назад я когда-то пользовался этим клинером для очистки системы. И после нее в один прекрасный момент у меня появился синий экран. С тех пор я, не знаю как вы, я не доверяю всем этим системам. Я предпочитаю все делать либо руками, либо встроенными в Windows утилитами. Ну, так как, естественно, у меня синего экрана не было, то, естественно, проблем у меня нету. Ну, просто ради интереса давайте я вот вам покажу на примере Bluetooth, как он это может все сделать. Вот, смотрите, он меня нашел, что нужно включить Bluetooth. Можем посмотреть дополнительные сведения.
Он вам здесь все покажет. То есть, когда у вас будет экран, вы тоже все это сможете сделать. И после того, как он предлагает что-то сделать, я соглашаюсь с ним, жму далее, и он включает Bluetooth. Ну, у вас, естественно, если это синий экран и что-то было программное, он тоже это все исправит. Вот такой вот оригинальный способ. Может быть, вы даже его и не видели, не подозревали, что это есть в вашем Windows. Если вам понравилось, ставьте лайк. На этом все. Всего вам хорошего. До свидания.